Я приветствую всех любителей качалки, особенно тех, кто так же как и я в натураху. В этом видео мы вспомним про самого главного соперника Арнольда Шварценеггера в его бодибилдерской карьере. На пути у каждого великого спортсмена всегда встречались особые соперники, которые вынуждали их становиться еще сильнее, либо же наоборот смириться со своим поражением. К примеру, у легендарного боксера Майка Тайсона роковую роль в карьере сыграл Леннокс Льюис. Именно он прервал целую эпоху непобедимого Тайсона. А вот у одного из сильнейших и величайших армрестлеров, Дениса Цыпленкова, таким соперником был Андрей Пушкарь, который всегда заставлял его быть в тонусе и становиться еще сильнее. А уж в бодибилдинге таких примеров вообще масса. И вот даже у самой иконы золотой эры культуризма Арнольда Шварценеггера тоже был такой особый соперник, который оказал на него серьезное влияние и заставил выйти на еще более высокий уровень. Это был легендарный чернокожий атлет Серджио Олива по прозвищу Миф. Конечно, с этим многие могут поспорить и не согласиться, потому что во времена становления Арнольда как культуриста он встречал множество достойных соперников. Это и проигрыш Фрэнку Зейну в 1968 году на турнире «Мистер Вселенная», после которого Арнольд расплакался как девочка и сказал, что его смог победить какой-то дистрофик на 30 килограмм легче его. Но именно Серджио Олива является наиболее серьезным соперником для молодого Шварца. И эту историю мы начнем по порядку. Самым первым мистером Олимпия был Ларри Скотт, который 2 раза смог победить на этом турнире. Но в 1967 году на сцену Олимпии вышел настоящий монстр мышечной массы. Это и был Серджио. Как только его увидели зрители и судьи, было уже сразу понятно, кто здесь победит. И таким образом Олива 3 года подряд становился первым на Олимпии. Он был вне конкуренции. В то время его форма считалась просто запредельной. За это его и прозвали Мифом. Серджио просто поражал своими объемами. Его вес был в районе 102 килограмм, а объем талии всего 75 сантиметров. И смотрелся очень эстетично. Благодаря этому он легко обходил любого претендента на титул. Самой сильной частью у Оливы были его гигантские руки. У Шварценеггера, кстати, тоже бицепсы считались одними из самых выдающихся, но у Серджио это были в первую очередь трицепсы, благодаря которым его руки казались очень массивными. На своем первом выступлении на Мистер Олимпия Олива смог превзойти очень сильных на то время атлетов, таких как Гарольд Пул и Дэйв Дрейпер. Но в 1969 году на своей 3-й Олимпии Серджио встретил серьезного и наступающего ему на пятки конкурента в лице молодого и неопытного на тот момент 22-летнего Арнольда Шварценеггера. Хотя Шварц и сам не ожидал тогда встретить такого грозного соперника, как Серджио Олива. Когда Арнольд еще перед выступлением случайно увидел Серджио в закулисье, то он сразу понял, что у него нет никаких шансов. А уж когда Серджио скинул халат и показал себя во всей красе, то Арни вообще полностью замялся и сник. После того досадного поражения Арнольд стал готовиться к следующей Олимпии, тренировался намного тяжелее и интенсивнее, а также подготавливал себя психологически. И вот спустя год, в 1970-м, в финале Олимпии в борьбе за титул осталось только 2 атлета, это Серджио и Арнольд. Судьи вызвали их обоих на подиум, чтобы приступить к позированию, и долго их не отпускали, пока они оба не стали обливаться потоками пота. Тогда Арнольд решил схитрить. Он сказал Серджио, что давай уже заканчивать, сколько можно, мне уже надоело. Серджио согласился и кивнул головой.
повернулся спиной, помахал залу рукой и отправился в сторону кулис. В это время Арнольд развел руками, изображая удивление, мол, куда же ты пошел? Со стороны все выглядело так, будто бы Оливер испугался совместного позирования и добровольно сдался, оставив Арнольда на подиуме одного. Зрители стали восторженно кричать его имя, и судьи присудили победу Шварценеггеру, и он стал самым молодым 23-летним мистером Олимпия. Сам Серджио не ожидал такой наглой подлости от Арнольда. Он очень долго и тяжело переживал это поражение. В 1971 году он хотел вернуть себе титул, но его вместе со всеми участниками дисквалифицировали, кроме одного Арнольда. Шварц в одиночку выступил на той Олимпии и автоматически, конечно же, занял первое место. На следующий год Оливер решил снова выступить на Олимпии и взять реванш у Арнольда. По мнению некоторых специалистов, наблюдавших за этим воочию, Серджио тогда превосходил Шварценеггера и должен был победить. Но к тому времени Шварц тоже заметно улучшился и к тому же имел большие связи с Джо Вейдером и благодаря этому одержал очередную победу. После такого морального удара Оливер вообще решил покинуть соревновательный бодибилдинг. Он работал полицейским, но тренироваться не прекращал, потому что был большим любителем этого дела. И только после 12 лет такой спокойной жизни Серджио снова набрался уверенности в себе и в 1984 году решает вернуться в большой бодибилдинг, чтобы потягаться на Олимпии. Ему тогда было 44 года. Но, к сожалению, этот его очередной камбэк тоже не имел успеха. Он занял тогда 8-е место. Оливер, конечно, имел хорошую, впечатляющую форму, но к тому времени уже сменилось целое поколение бодибилдеров, и в целом уровень атлетов возрос. Тогда уже вовсю бушевал непобедимый Ли Хейни, а Серджио так и остался культуристом из 60-х. Затем через год, в 1985-м, он в последний раз вышел на сцену Олимпии и снова занял все то же 8-е место. А летом в 1986 году у него случилась большая неприятность. Жена Серджио выстрелила в него 5 раз. Одна из пуль попала в живот. После этого ранения он с ней развелся. Жена сказала, что это было самообороной, а сам Серджио назвал это несчастным случаем. Более 25 лет своей жизни Оливер проработал офицером в полиции, а будучи на пенсии, занимался тренерской деятельностью. В 2012 году он ушел из этой жизни по причине почечной недостаточности. Ему тогда был 71 год. Но его бодибилдерскую эстафету продолжает его сын Серджио Оливер-младший. Но каких-то больших высот он еще не достиг. К примеру, в 2020 году на турнире Arnold Classic Оливер-младший занял 5-е место.